направлялись к венгерской столице Будапешту. Сюда же немецкое командование одну за другой направляло свои танковые дивизии. С ними следовал и 3-й танковый корпус Брейта, пополненный после поражения под Львовом. В составе 2-го Украинского фронта наступала 6-я гвардейская танковая армия. Атаковать Будапешт в лоб силами танковой армии было нецелесообразно, да и на узких улицах города возникали сложности с маневрированием. Поэтому танковую армию направили в обход по правому берегу Дуная. Советский удар привел к распылению сил немецких танковых войск. Это позволило соседнему 3-му Украинскому фронту форсировать Дунай и обойти Будапешт с юга. Окружение венгерской столицы состоялось на Рождество 1944 года. Крах немецкой армии под Будапештом заставил Гитлера произвести кадровые перестановки. Фюрер вновь возродил 6-ю армию, назначив командующим Германа Балька. В задачу армии входило снять блокаду окруженных в Будапеште войск. Для прорыва в помощь армии придавался танковый корпус СС, переброшенный из-под Варшавы. Гудериан, исполнявший обязанности начальника генерального штаба, протестовал, но Гитлер был непреклонен. Несмотря на ожесточенные бои в течение всего января 1945-го, пробиться к Будапешту немцам не удалось. Советское командование направило окруженному гарнизону ультиматум. Он был отвергнут, а парламентеры убиты. Длительное и упорное сражение за город завершилось капитуляцией гарнизона 13 февраля 1945 года. Танкисты к 7 января подошли к переправам у города Комарна, района венгерских нефтеперерабатывающих заводов. Гитлер по-прежнему сохранял интерес к Венгрии. Направляя туда с Западного фронта 6-ю танковую армию СС, состоящую из элиты танковых войск Рейха, фюрер собирался нанести поражение советским войскам и восстановить линию фронта по Дунаю. Затем дивизии предстояло вернуться в центр Советско-Германского фронта для защиты Берлина. Соответственно, перед советскими фронтами в Венгрии стояла задача разгромить и сковать сильнейшие соединения противника, тем самым облегчая своим войскам штурм логова фашизма. Появление 6-й танковой армии СС в Венгрии не осталось незамечено советской радиоразведкой. Советские армии срочно усилили бронетехникой особого рода. В начале марта 1945 года из 400 танков и самоходных артиллерийских установок 3-го Украинского фронта 80 единиц составляли новейшие самоходки Су-100. Такого количества этих мощных истребителей танков в это время не имел ни один фронт, даже стоявшие на подступах к Берлину войска Жукова и Конева. Су-100 – самоходно-артиллерийская установка класса истребителей танков. Создана на базе танка Т-34-85. Ее 100-мм орудие пробивало броню любого немецкого танка с дистанции 2 километра и более. По данным за 2007 год, еще находилась на вооружении ряда стран. Начавшееся в марте у озера Балатон последнее немецкое наступление Второй мировой войны вскоре завязло под огнем советских самоходок. В середине марта недавно сформированная 9-я гвардейская армия под командованием генерал-полковника Глаголева ударила во фланг и тыл прорывающихся к Дунаю немецких танков. Однако удар свежей, хорошо укомплектованной армии резерва Ставки не дал ожидаемого результата. Тогда 9-ю гвардейскую усилили танковой армией Кравченко, и советское наступление начало набирать обороты.
войска 2-го и 3-го украинских фронтов гнали элитные эсэсовские дивизии, заставляя их отходить на запад, в Австрию. 6-я гвардейская танковая облегчала задачу своим сестрам, 4 танковым армиям, сосредоточенным на берлинском направлении. В начале апреля советские танкисты и пехотинцы вышли на подступы к Вене. Танковая армия была использована для традиционного маневра с обходом и охватом австрийской столицы. Вену взяли за 3 дня до начала битвы за Берлин. Сражение под стенами Вены не станет последним для воинов 6-й танковой. Когда над Рейхстагом уже будет развиваться знамя победы, в Чехословакии группа армий «Центр» фельдмаршала Щернера еще продолжало сопротивление, и советские танки устремятся к Праге. 6-я гвардейская танковая двинется из района Брно. С севера к Праге устремятся танковые армии 1-го Украинского фронта, которым и предстоит первыми ворваться в столицу Чехословакии. Однако кольцо вокруг группы армий «Центр» замкнется только после того, как к городу подойдут войска Малиновского и армия Кравченко. Последняя мечта войск фельдмаршала Щернера сдаться в плен американцам рухнет. Войска 1-го, 2-го и 4-го украинских фронтов захватят в плен около 900 тысяч солдат и офицеров германской армии, в том числе 60 генералов. Но это будет лишь в мае. А в начале апреля 1945 года советский Генштаб только готовил план решающей битвы Великой войны. План Берлинской операции.